нужен и не интересен. Отойди. А что? Ты кому-то должен? Скрываешься? Смотрите, вот такой у нас домик для кур. Такой. Болгай, перестань. Он давно нам уже служит. Здесь у нас несушки живут каждый год. Здесь у них такой выгул. Сейчас мы это все будем готовить, потому что поедем покупать несушек. Нам их нужно будет сюда посадить. Здесь там у них выход на улицу, окошечки. Вот помещение, где они яички несут. Вот здесь у них. Все вот такой у нас домик. Сейчас мы будем заниматься тем, что будем наводить порядок нашим курочкам, чтобы мы их привезли уже и тут спокойно поселили. Ну вот если говорить о курочках-несушках, то опыт у меня уже большой. Я уже заводила их, раз 7, наверное. С разной периодичностью. То есть где-то там пропустила пару лет, опять завела. Все зависело там от занятости. Я имею в виду прямо от самого начала, как у меня все это появилось еще как дача. Вот. Последние 3 года завожу каждый год. Значит, что случилось у меня в позапрошлом году? В позапрошлом году как-то обычно так. Я брала курей. Беру я уже, естественно, годовалых, там 9-12 месяцев. А тех, которые с фабрики, птицефабрики, то есть там они уже не актуальны. Они там уже не сегодня-завтра перестанут нестись. Поэтому таких взрослых кур уже, собственно говоря, начинают распродавать птицефабрики. А дачники, или вот там, как я до сих пор, берут их, таких курочек, на сезон. То есть там на лето, на 2, 3, 4 месяца. Этот срок куры еще несутся. Вот, и поэтому, собственно говоря, проблем нет. Очень быстро выводится из них, я так думаю, все антибиотики, грубо говоря, потому что где-то уже через неделю своего корма желток становится ярко-желтым, и яйца становятся совсем другого вкуса, нежели там первые несколько дней. Вот. Разница во вкусе, конечно, просто катастрофически огромная. То, что мы покупаем в магазине, яйцами, конечно, в сравнении с домашними назвать нельзя. Так вот, в позапрошлом году я брала кур 10 штук и каждый день получала 10 яиц. Вот прямо как положено. Обычно с 10 кур 7 яиц где-то в день. А тут 10 кур, 10 яиц. Представляете, господи, я накормила яйцами всех, кого только можно, родственников. Отдавала, прям копила им, там штук по 90 отдавала.
Вот. И накопила, естественно, себе. До Нового года накопила много. Своя, скажем так, хитрая форма хранения. И они вот необработанные, без формалина у меня во все, так бабушки наши делали в старинные времена, хранятся по 3-4 месяца, может быть и больше, я не знаю, мы просто их съедаем к тому времени. Так вот, вот так было в позапрошлом году. Прямо что-то с чем-то. Прям было жалко даже убирать этих курей. Меня как-то спрашивали, куда я их деваю, или как правильно сказать, после того, как они мне уже, собственно говоря, не нужны, да. Вот. Но они с приходом холодов уже перестают нестись, смысла кормить их абсолютно никакого нет. Во всяком случае, у меня-то, видите, домик он теплый, но он такой, без подогрева, поэтому холод настает, и все, эти куры перестают нестись. Вот, это если бы был такой полноценный загон, то да, здесь нет. Это уже пробовано, перепробовано. Так вот, я убираю их, перерабатываю в мясо-костный фарш и собакам кашу варю. То есть, кто бы что ни говорил, там, что собакам нельзя. Нет, в мясо-костном фарше, когда все это долго варишь, там уже от костей ничего не остается. Вполне прилично на кашу курам, этим собакам уходит. Все-таки 2 собаки, вот, это немало требуется, поэтому я все время этих 10 штук там перерабатываю, и мне еще там хватает довольно на приличное время собакам кашу варить. У меня собаки все равно смешанным кормят. Вот. А в прошлом году попросила, сама что-то болела, что ли, попросила Сашу съездить мне за курами. Он привез мне 10 штук. Ну, он говорит, ему сразу не понравились, и мне они сразу не понравились. Какие-то криволапые, кривые, какие-то у них были эти вот, господи, холки, какие-то кривоклювые. Ну, в общем, они не неслись. Все эти 10 штук, как я их только не кормила, что я только с ними не делала, они тупо не неслись. За весь сезон, может быть, 100 штук яиц было. Это за весь сезон, за все 4 месяца. Я вообще в таком шоке пребывала. Я так расстроилась за такие деньги. Мало того, что они по 200 рублей, еще и кормить же их надо. В общем, ужасно. Вот. В этом году вот мы сейчас приготовили курятник, но я не оставляю надежду в этом году поставить пусть хоть какое-то. Я все хотела, знаете, капитальное же строение сделать. Не оставляю надежду уже теперь сделать хоть какой-то теплый загон, самый простой, где будут жить у меня и куры. Я уже возьму молодок, которые еще пока не несутся, а начинают нести с 6 месяцев. И куры, где будут жить, и козочки будут жить там. Потому что, учитывая, какие цены в магазинах, вот, конечно, без домашней скотины просто не обойтись. Коза так просто очень нужна. Молоко, сыр, сметана, творог, масло. Все это дает коза. Все это мы покупаем в магазине, покупаем за бешеные деньги. Вот. Сама же коза, она абсолютно, чуть ли там, условно говоря, недаром обходится. Вот. Этот тюк сена ей покупаешь, этого тюка сена ей хватает на всю зиму. Не знаю, в прошлом году такой тюк сена у нас стоил то ли 1000, то ли 1500. Ну, в общем, это смешно. По сравнению с ценами в магазине, конечно, что-то. Вот, поэтому не оставляю надежду в этом году завести козу. Вот, но мы с вами обязательно заведем курей, обязательно заведем уток. Вот, наверное, все-таки я заведу козу на лето, хотя бы, чтобы посмотреть, как я буду с ней справляться. Вот, буду справляться, значит, к осени построим теплый загон. Не буду справляться, значит, от этой идеи, в принципе, надо отказываться. Ну, а дойную козу я всегда продам. Вот так, друзья мои. Сейчас мы подготовим домик. И потом уже непосредственно поедем за
опилками. Купим опилки еще. Ой, не купим, мы привезем. У нас недалеко пилорама. Слава богу, это удовольствие бесплатно. Вот еще я живые бактерии заказала, потом покажу вам, зачем и что с этим делать. Вот. И, в общем, привезем опилки и поедем за курочками. А сегодня у нас четверг, а за курочками мы поедем в субботу. Я уже позвонила, узнала, во сколько привезут. Попросила, чтобы на них ветеринарные сертификаты привезли, потому что это важно для меня лично, в частности, безопасность. Вот, и мы уже подсадим курочкой, и потом я вам еще раз покажу. Так, ну вот, друзья, настала пора открыть нам на зиму закрытые деревья плодово-ягодные. Только прошу вас не смеяться. От деревьев тут, конечно, и не пахло. Вы удивитесь, но вот это яблоня, которую мы сейчас распакуем, стоит у меня уже 3-4 год, да. Все, что у нее выросло, это вот добавились дополнительные веточки. Вот так, что называется, Бог не дал. Как не дал он мне шить, так и не дал он мне, чтобы у меня росли плодово-ягодные деревья и кустарники. Вот эта штука так у меня и стоит колом. И рядом с ней, сейчас откроем, стоит. Так, это прямо яблоня. И рядом с ней стоит вот это дерево такое большое, тоже ранетка медовая, сибирская. Вот, пожалуйста, 2 года стоит, вот как колом так и стоит. Зеленеет, в прошлом году даже какие-то там цветочки собирались. Вот. И ну вот как бы вот так вот, нет и все, ну нет. Вот единственное, что у меня более или менее получается, это вот получается клубника, конечно. Моя мама научила меня размножать ее правильно. Она у меня очень-очень вот эта крупная, просто огромная. Вот. И да, она у меня тут, слава богу, растет. Моя мечта тут засадить вообще весь огород. Но и ягод хочется, и отростки брать желательно у тех
кустиков, которые не будут плодоносить. И вот постоянно ломаемся между ягодами и новыми и размножением. Поэтому не особо у нас идет дело с размножением медленно, потому что ягод тоже хочется. Но все равно вот это единственное, что у меня более или менее. Вот эта штука, ребят, это черноплодная рябина, представляете? Она стоит 7 лет. Господи, что я с ней только не делала. И пересаживала, и корневище мыла. И, ой, ну, в общем, все. И вот же я что? Может быть, я, конечно, и глупая, но когда мне что-то не получается, я столько всего перечитаю, пересмотрю, столько всего перепробую. Но если вот у меня то ли с рукой что-то, то ли что, понятия не имею. Вот не растет и все. Это вишня, которая вообще размножается сама корневищем. Мы ее посадили, она у нас забила все у соседей. Они ведрами снимают урожай. А у меня вот так. Представляете? Ужас. Одна и та же земля. И удобряли мы, навоз сюда возили. И вот, видите, там вон компостная куча у меня стоит. Мы этот перегной на грядке разбрасываем. И везде добавляю я. Ну нет. Господи, какой срач вообще на участке. Прошу прощения, но это все мне предстоит, конечно, убирать. Это ужасно. Вот это время года одно из самых отвратительных в плане пейзажа. Вот, так что не растет у меня ничего. У меня растет капуста, морковка, свекла, картошка, огурцы, помидоры, перец болгарский растет. Все, кустарники не растут, яблоки вот эти вот, это все не растет, вишня. Вот это все не растет. Малина вон у меня там вдоль забора. Я сняла только один урожай, прямо было много малины. И плевала на нее совсем, и не плевала, ухаживала. В общем, тоже там 1000 видео пересмотрела и 1000 статей перечитала, и все перепробовала, ничего не растет. Ну, не растет. Вот эта бочка, папе огромное спасибо моему. Эта бочка с 2007 года стоит на участке. Это бочка для воды. Мы наливаем ее скважиной, заполняем из скважины водой. И 2 раза на сезон, там 3 куба. Вот мне на полив хватает теплой воды. Ну, как бы на солнце она. Еще и холодный душ здесь летом принимаем, когда сильно жарко под ней. В общем, клевая такая бочка, идеальная. Вот, все грядки, конечно, разошлись. Все это нужно поправлять. Много я не сажу, потому что много мы не съедаем. Вот, ну, вот так вот не съедаем много. Я как-то, когда я только еще как бы купила это все в 2006-м. Боже, что я все засаживала. Все, что только можно, засаживала. Все это раздавала. Возила это все пакетами на работу. Тогда еще машину водила. Сама пакетами и мешками на работу возила, родственников задарила. В общем, все, потом думала, зачем я убивать, если я столько не ем. Вот, и я стала садить ровно столько, сколько влазит в эту морозильную камеру, и, в общем-то, и все. Не знаю, с этого года надо побольше, потому что очень сильно все подорожало, покупать возможности становится все меньше и меньше. В этом году как-то морозильная камера быстро опустошилась. Вот здесь я изначально планировала поставить летнюю кухню, гараж, вот, ну, во всю длину, сарай и баню. Вот, но так все и вот не сложилось. Денег нет, и денег нет совсем, денег не хватает. Поэтому вот эта летняя кухня, которая слева, она превратилась в склад. Там что только нет, все, что жалко выбросить. Там даже зайти некуда, господи, прости, все завалено всякими нужными вещами, которые можно выкинуть на самом деле. Ну, жалко. Там и банные двери, и окна, и рамы, не считая инструментов всяких. Вот. Здесь мы бассейн ставим большой на лето. Тоже здесь попытка вырастить какое-то кедровое, не помню, уже воткнула в прошлом году осенью. Это тоже черешня, не растет, только цветет, ну, в общем, не знаю. Это все. У меня очень много на участке муравьев.
И эти муравьи не дают мне никакого покоя. Я их, конечно, травлю, я их убиваю всяко, как могу. Но, к сожалению, толку ноль. Вот обожглась в этом году моя любимая елка. Я такая расстроенная. Господи, хоть бы она жила. Не было с ней ничего подобного. Мы ее никогда не накрывали. Что случилось в этом году? Вот все, что было в снегу, видите, оно зеленое. А все, что сверху, оно все обожглось. Не знаю, выживет или нет. Практики такой не имела. Но очень сильно расстроюсь. Сосед, прости господи, никогда ничего не накрывал. У него все это зеленое, красивое стоит. Не знаю, теперь уже царство ему небесное соседа. Вот эти две елочки буквально у меня из маленькой-маленькой веточки выросли вот такие красотулечки. Вот здесь она вот в тени постоянно стоит. У нее, видите, и качество другое. Хотя, в принципе, это один сорт. Вот, но это постоянно в тени стоит. Она вот такая, как лесная по качеству. А та такая пушистик. Ну вот, боюсь, что... Ну и две там тоже еще безродные стоят. Вот. Здесь у меня был такая, мы плавно в экскурсию, да, в небольшую перешли. Здесь у нас у продавцов, у бывших хозяев был погреб. Земля, видите, очень сильно провалена. Мы ее постоянно подсыпаем, она все равно проваливается. Вот, и, значит, вариант здесь, что, хоть мы его и засыпали, но все равно проваливается. Здесь вариант либо настил какой-то сделать и поставить веранду, ну, либо вот я хочу здесь сделать альпийскую горку, но мне кажется, она же тоже провалится. И что я в результате буду иметь? В общем, вот так у меня здесь стоит. Я что-то тут как-то, видите, какие искусственные клумбочки делаю, чего-то насаживаю там на лето. Но это, конечно, не решает проблему. Это надо прямо вот раз и навсегда ее решить. Потому что, в принципе, я когда озаботилась тем, что я хочу загородный дом, и я хочу в нем жить, я планировала, что перед домом, поэтому у меня до ворот такое расстояние, то есть дом не около входа, как это у большинства. Я хотела прямо вот некий сад высадить. Хотела отдельно сказать про нашу собаку. Конечно, очень контактный щенок нам попался. Прямо старшей дочери моей огромное спасибо. Очень контактный щенок. Мы его до такой степени любим. Вы сами видите, он не отходит ни на шаг, как маленький ребенок. С Юлей, конечно, они самые лучшие друзья. Там любовь не знамо какая друг к другу у них. Вот, очень хороший, очень умный. Ну, вообще такой вот пару недель только как лаять начал. Вот, и прямо такое у него такие хорошие охранные качества. Прям не могу не похвастаться вам. Безумная собака нам попалась, прям обожаю его. Ну вот, все, собираемся, поехали за опилками. Вот, друзья, как видео выглядят у нас опилки. Кажется, что бери не хочу, но на самом деле опилок здесь всего 3 миллиметра. Остальное все замороженная глыба опилок, которые абсолютно невозможно набрать. Ну вот, поползали сверху сейчас, поскребли совочком. 2 мешочка набрали. Ну, для кур пока хватит. Еще с бактериями надо решить вопрос с живыми. Но что это и зачем, расскажу вам в следующем видео. До новых встреч!